Всем привет! И сегодня мы завершим работу с TD игрой и интегрируем Яндекс плагин из Asset Store. Как оказалось, он довольно просто интегрируется. После установки появляется закладка Tools, через которую мы можем создать префаб Яндекс.Гейм, и в нем уже все есть, включая инициализацию SDK Яндекса. В Info Яндекс мы можем настроить дополнительные параметры, как локализация, тестовые данные, настройка рекламы, сохранение и так далее. Все, что нам надо, все находится там. В скрипте Яндекс.Гейм уже заготовлены ивенты, на которые лишь надо подписать свои функции под то или иное действие игрока. И все готово. Переводим target build на WebGL. И при попытке билда возникает ошибка, которая не позволяет нам использовать namespace Unity Editor в билде. Что логично в принципе. Для этого нам надо всего лишь в коде ограничить те функции регионами, в которые мы используем функции для эдитора. И после чего билд проходит с первого раза. Но у нас возникает проблема. Шейдер, который придает движение всем объектам травы, деревьев, цветов, не работает в WebGL версии. Через Shader Graph попробовал накидать вариант движения от ветра. Что-то вышло безумно страшное, но смысл в том, что оно работает и работает корректно. А это значит, что всего лишь осталось довести шейдер до ума, пока далеко не ушли. Подпишитесь на канал, меня это очень сильно мотивирует на создание новых роликов. И погнали дальше. Первоначальная версия выглядит примерно так. Нижняя часть — это приведенный в Shader Graph шейдер от Cinti Studio. Верхняя часть — это я пытался задать движение, но оно получилось не очень. Переделал его через Gradient Noise. Задаем скорость ветра через Float, движение через Time. И все это у нас потом воздействует на Vertex моделей. В целом, конечно, вышло не идеально, но рабочий вариант. Получается, что колышется и низ деревьев, который не должен. Сейчас видим, что очень сильное влияние идет, хотя вот на траве выглядит достаточно нормально. Но на деревьях прям ужасно. Остается поиграться с параметрами влияния и собрать билд. И посмотреть уже это все в веб-версии. Перевел Color Space с линейного на гамму, и все немножко поехало по цветам, но, как я понял, правильнее все делать в гамме. Но это не суть. Главное, что я попробовал интегрировать Яндекс SDK, посмотрел, как работает локализация, как работает инициализация SDK, реклама и все остальные функции. В принципе, с этого проекта я выжил все, что для меня надо, а это опыт и знания. Многие фишечки, конечно, можно будет потом доработать и выпустить как бесконечный TD с условными уровнями. Но хочется делать именно TD с полноценными башнями, грейдами, постройкой, перками, скиллами. С другой стороны, конечно, это неправильно убирать его в долгий ящик, но почему-то мне кажется, что игра не зайдет, хотя это может быть сугубо мое мнение, и позже я все-таки ее допилю, получив хоть какой-то профит с затраченного времени. Но повторюсь, главной задачей и целью этого проекта была тренировка, вспоминание всех утраченных навыков и раскачка для следующего проекта, который я как раз таки покажу вам сейчас. Уже собрана небольшая сцена, идет интеграция башен. Это, конечно, не конечный вид, и лишь промежуточный, на котором идет тестирование. Много уже работает, осталось зафиксить небольшие проблемы с локализацией, завести контент и наклепать уровней побольше, и можно лить в прод на Яндекс. Думаю, что если быстро пройдем модерацию, то релизнем уже через неделю. Хочется протестировать немножко другой формат. Если раньше я пытался делать все с нуля и сам, то сейчас взять за основу ассет с core-механиками и допиливать их под свои нужды. Добавлять новые механики и сеттинги, смотреть, как на Яндекс.Играх они откликнутся, и получить экспертизу в этом жанре.
Следующие ролики будут уже в другом формате. Одна игра, одно полноценное видео. Посмотрим, как зайдет этот новый формат видео. Всем спасибо за просмотр. Делитесь в комментариях своим мнением и подписывайтесь на канал и на наш телеграм. До скорых встреч!